Здравствуйте, коллеги! Я Евгения Рамджанс, и сегодняшняя видеолекция у нас третья. Первая в апреле была про управление системой маркетинговых исследований и аналитики в фармацевтических компаниях. В мае я выкладывала прикладную лекцию про ценовой анализ. Сегодня, как вы видите, у меня лекция уже вдвоем с Владиславом Семыкиным. Рада вам его представить. Наверняка многие из вас с ним пересекались по совместной работе в ВМС, в Pfizer и GlaxoSmithKline. Коллеги, здравствуйте. Рад вас всех увидеть и поприветствовать. Надеюсь, что наше выступление вам будет интересно. Да, и эту лекцию с Владом мы сделали совместно в продолжении нашей общей статьи в «Фармвестнике», которая вышла на днях. Но дело в том, что в этой статье мы рассуждаем об омни и мультиканальности, но написали-то мы ее еще в марте, когда коронавирус был очень далеко, и самоизоляция еще дальше. А за это время об омниканальности не говорил только ленивый, она стала хайповой темой. И, слушая наших коллег, естественно, у нас появилось достаточно много мыслей, и развились те мысли, которые мы писали в статье, и нам захотелось этим с вами поделиться. Причем поделиться именно с точки зрения такой конкретной, практикоориентированной информации, детально которой не хватает, мне кажется, в этом вопросе. Просто поразмышлять, что такое уникальность, насколько мы к ней готовы, и вообще, как, если мы не готовы, к ней можно двигаться, что для этого стоит сделать. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Следующий слайд, пожалуйста, Влад. Да, спасибо. Ну, во-первых, мы дадим определение мультиуникальности с точки зрения продвижения фармацевтической продукции среди профессиональных аудиторий. Мы рассмотрим, что входит в эти понятия, что является необходимыми образующими признаками уникальности, и подумаем, для чего вообще нужна уникальность и что нужно сделать, чтобы ее развивать. Следующий слайд. И начнем мы с того, что мы дадим определение, поговорим вообще об мультиканальном продвижении, да, потому что начиналось все с него. И начиналось это в России в начале 2012 года. Поводом для развития мультиканального продвижения стал выход измененной 74-й статьи закона об охране здоровья граждан, которая, как вы помните, регламентировала взаимоотношения фарм с врачебным сообществом. И она состояла в первую очередь в ограничениях при проведении личных визитов и организации мероприятий. Но на самом деле к этому времени уже сложились все предпосылки развития мультиканальности, интернетизация конца нулевых, начала десятых годов, уже у всех были мобильные хотя бы, да, простые, если не смартфоны, имейлы свои собственные, аккаунты в соцсетях, в том числе профессиональных, уже к этому времени появилось несколько профессиональных социальных сетей. С другой стороны, хед-офисы уже, особенно бигфармовские хед-офисы, да, внедрили и детейлинг, и CLM презентации, и худо-бедно начиналась компьютеризация медицинских учреждений. Но не буду устраивать подробный экскурс, скажу только, что как только все приноровились к новым законодательным условиям, как очень часто у нас бывает, в большинстве компаний все равно ведущими каналами так и остались личные визиты и мероприятия. Некоторые только компании, но буквально их можно, конечно, пересчитать по пальцам, стали внедрять у себя специализированные направления по мультиканальному продвижению. Но, собственно, прошло вот много лет, и все-таки у большинства, несмотря на то, что огромное количество каналов, здесь это просто малая часть, да, внутри каждого канала, который здесь перечислен, и есть гораздо больше подканалов, и вообще, в принципе, их огромное количество, не говоря уже о форматах преподнесения информации, но при этом как бы системности очень у многих в мультиканальном продвижении нет. При этом вот пару лет назад, когда заговорили про омниканальный подход, сегодня Гриффи и других, возникло ощущение, что омниканальность – это просто более серьезное и продуманное отношение к модерновым, особенно к диджитальным каналам. Но на самом деле, вот именно в мультиканальном подходе характерен акцент на стратегический выбор каналов и определение каждого из них, роли каждого из них в продвижении. И таким образом мультиканальное продвижение мы определяем как разработку стратегии и тактики взаимодействия и коммуникации с целевыми аудиториями через разные каналы. Это могут быть устойчивые во времени каналы, или это может быть канальный микс, который носит временный характер, например, под задачи цикла. Но в любом случае
В мультиканальном подходе первичен выбор канала, который определяет всю дальнейшую тактику коммуникации с профессиональными аудиториями. И таким образом отличительным признаком мультиканальности является подбор информации и форматов о продукте под специфику канала. Да. Ну, собственно говоря, продолжая эту тему стратегии, хочу отметить, что в коммуникации у каждой стороны есть свой интерес. Эффективная работа в точке пересечения создает возможность взаимовыгодных отношений. И наиболее успешные маркетологи умеют выстроить стратегию таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности клиента и эффективно решить свои задачи и задачи клиента тем набором инструментов, которым они располагают в настоящий момент. Ну и вот на этом слайде, да, мы видим историю развития отношений наших клиентов и развития фармкомпаний в течение последних лет. И если вначале для клиента было важно и достаточно найти просто информацию о продукте в интернете и, так скажем, найти инструкцию, найти какую-то статью, то сейчас ожидания изменились, и клиент хочет, чтобы с ним компания выстраивала отношения, собственно говоря, исходя из его ожиданий и через те каналы, и в тот временной промежуток, когда ему это будет удобно. Ну и, собственно говоря, сами компании, многие из компаний уже в данный момент имеют свои продуктовые сайты, сайты для врачей, порталы, работают активно с различными MCM-каналами, делают эксперименты в области персонализации данных, более глубокого понимания клиентов. Ну и, собственно говоря, будущее, оно лежит в бесшовной коммуникации с клиентами 24/7 и сервисом для каждого клиента. Ну и перехожу к следующему слайду. Женя? Да, ну вот Влад как раз подвел к, собственно, парадигме омниканального продвижения. В отличие от Монти, омниканальность предполагает акцент на клиенте, как, собственно, вот и было сказано, на клиенте и на его потребностях. А каналы в омниканальном подходе – это следствие привычки предпочтений клиентов по получению информации, выбор канала. В принципе, этот подход стал возможен в парадигме больших и умных данных и даже является следствием этой парадигмы, потому что ввел в обиход омниканальность электронный маркетинг, в первую очередь его пионер Amazon, это изучение своих покупателей и использование собранной информации для постоянного развития своих продаж и сервисов. И омниканальность определяется как через понятие closed loop marketing. Отсюда, собственно, CLM, сокращенно, да, closed loop marketing, отсюда и название презентаций. И он состоит из 3 элементов. Это, собственно, маркетинг, работа маркетинга по сбору информации о клиенте, его customer journey, это разработка стратегии и тактики донесения нужной информации, это отработка карты тачпоинтов, то есть мест встреч клиента с нашей с ним коммуникацией, и это формирование нужного контента и формата его донесения. И, собственно, второй элемент этой системы, да, это полевые силы, которые реализуют все то, что было намечено, собирают обратную связь от клиента, дают свою обратную связь о взаимодействии с ним, и все это отрабатывают с маркетингом. И, наконец, третий участник этой системы – это клиент, который использует, потребляет переданную информацию, взаимодействует с ней, делает некие целевые действия, формирует реакции, новые вопросы, запросы и потребности. И вот этот вот круг или даже спираль, можно сказать, потому что постоянно идет развитие и движение. И дальше давайте мы обсудим с вами 3 признака омниканального продвижения, причем поодиночке каждый из них может быть выражен и в мультиканальном продвижении, и я уверена, что у многих из вас уже эти признаки или их части проявления встречаются, но если мы говорим об омниканальности, то они должны присутствовать все втроем. Итак, первый признак омниканального продвижения – это наличие системы передачи информации о продукте интегрировано и бесшовно.
Это значит, что информация о препарате в целом или ее элементы, уникальные торговые предложения, ключевые сообщения, атрибуты консистентны, где бы с ними клиент не встретился. И важной особенностью здесь является системность подхода и взаимосвязанность контента. Это значит, что начав получать информацию в одном канале, потребитель легко может продолжить на другом, то есть там, где ему удобно, там, где он привык. И поскольку понятие уникальности вышло в индустрии массового спроса, там, как правило, имеется в виду одна какая-то целевая аудитория. В фарминдустрии у продуктов минимум 2, а то и 3 целевые группы: врачи, фармацевты и пациенты, или конечные пользователи, и еще внутри у них тоже есть свои подсегменты, но как минимум 3. И каждая из них требует построения своей собственной системы уникальности. И, конечно, основные послания про препарат должны быть едины, но все же для каждой целевой группы система и содержание коммуникации отличаются. И вот здесь в качестве иллюстрации мы позволили себе взять один из слайдов из презентации Дениса Вязникова, директора RxCode, который он делал на предпоследнем РАФе 3 июня, потому что очень здорово, очень полноценно и красиво с помощью инфографики здесь представлена уникальная система для врача. И, в принципе, обозначены системы уникальности для фармацевтов и потребителей. Ну, они как бы схематичные здесь, кэшированные, но понятно, как их можно развернуть. И вот картинка, которая справа, она иллюстрирует потенциальную боль, которая может возникнуть, если послушать все это у любого сотрудника фармкомпании, маркетолога или сотрудника Salesforce, потому что стоит вопрос, конечно, о нереальности генерации бесконечного количества разнообразного контента, который требуется, да, для всех каналов, которые перечислял Влад, и которые здесь раскиданы по 3 типам, да, это наши собственные, оплачиваемые нами, и те, которые мы заслужили с помощью сотрудничества или взаимодействия с какими-то площадками или авторитетными персонажами. И здесь ну, есть как бы решения, которые предоставляет CLM. Я думаю, что те, кто с ними работают, прекрасно знают, да, что у них есть уже некие фабрики контента в рамках CLM решений. Конечно, это минус здесь, да, что это не дешевая история, но здесь вот самое главное, нужно понять, какой подход, потому что подход именно омниканальный. И если мы понимаем подход, мы можем это, в принципе, реализовывать и сами. Еще поговорим потом, какими силами. А подход в том, что сначала вот в этой фабрике контента определяется, для кого мы берем, собственно, вот эту вот коммуникацию, для кого мы ее адресуем, для кого мы ее делаем, кто будет ее реципиентом. Дальше мы определяем уже, что мы хотим сказать, исходя из нашего клиента, и уже потом как раз это адаптируется под какой-то конкретный канал или формат передачи. Можно дальше? Спасибо. Коллеги, логично, что второй признак, выделенный нами, признак омниканальности, это использование CLM-решений и их интеграция с системами CRM. И хочется сказать, что CLM-презентация – это гораздо больше, чем просто цифровизация материалов для медицинского представителя или проведение детейлинга. CLM-презентации бесшовно интегрированы с CRM-системами, и в фоновом режиме достаточно много информации позволяют накапливать. Это и, собственно говоря, в целом время презентации, и время на каждый слайд, и время переходов между слайдами. И даже некоторые компании анализируют геолокацию показа презентации и то время, когда презентация проводилась. И вот позвольте мне показать вам такой очень интересный пример, в котором достаточно опытный маркетолог, проанализировав всего лишь последовательность слайдов на визитах у разных медицинских представителей и зная продажи на территориях ответственности этих представителей, нашел закономерность, что все успешные медицинские представители использовали один и тот же алгоритм, в отличие от остальных коллег. Подтвердив эту гипотезу путем обсуждения с командой продвижения, стратегия была скорректирована и перезапущена в достаточно короткие сроки. И звучит действительно, по большому счету, это как фантастика, потому что в среднем презентация
и стратегия обновляется не так часто, то есть раз в квартал максимум, может быть, не раньше, чем в полгода. Но современные технологии и, собственно говоря, грамотное их использование превращает эти чудеса в реальность и возможность управления бизнесом в режиме реального времени. Посмотрите вот на представленные картинки, да, то есть здесь вот фактически мы видим, что медицинские представители, да, которые не выполнили те задачи, которые перед ними ставились, да, они использовали стандартный алгоритм, то есть они показывали 3 слайда подряд. А вот маленькая когорта медицинских представителей, которые, так скажем, подошли творчески, и они были более успешны. Ну и, собственно говоря, продолжая эту тему, хотелось отметить, что использование интерактивных инструментов позволяет увеличить выживаемость знаний у врача до 2 недель практически у 90% посещенных докторов. И это достигается благодаря тому, что врач активно вовлекается в обсуждение во время визита. И что для этого используется? Это могут быть какие-то интерактивные клинические случаи, которые интересны для врача. Это могут быть вопросы. И здесь достаточно много возможностей для реализации креатива как медицинского менеджера и также для маркетолога, который отвечает за стратегию и за продажи. Да, и продолжая тему второго признака уникального продвижения, использования CRM-презентации, который рассказал Влад, вторая его часть – это интеграция CRM-презентации с CRM-системами. И вот это как раз очень у многих применяется в компании, и возможности, которые это дает, описано подробно у провайдеров этих систем, ну просто вот очень кратко, да. Во-первых, это помощь медицинским представителям в ведении сервиса клиентов через возможные подсказки и напоминания, это управление работой команд, включая планирование, цифровой активности, анализ и корректировку фактических показателей в сравнении с плановыми, и вообще контроль общий за деятельностью полевых сил. И третье – это автоматизация процессов, унификация документов и систематизация данных. И вот в чем здесь ключевой момент для омниканальности? В том, что интеграция CLM и CRM сильно облегчает измерение эффективности работы продвижения через анализ результатов продаж и приложенных усилий к их достижению. И если мы каскадируем цели и выстроенные в соответствии с ними системы KPI на 3 уровня – бизнес, маркетинговые и коммуникационные – то мы, собственно, получаем такую вот общую картину. Да, очень кратко напомню, что входит, собственно, в каждой цели. Но бизнес-цели, как водится, отражают эффективность усилий, вложенных на предыдущих нижних уровнях коммуникации и маркетинга. И это традиционные критерии бонусирования, динамика продаж, индекс закупки или наличия, изменение доли рынка и отдача на инвестиции. Маркетинговые цели, это критерии эффективности маркетинговой деятельности, тоже периодически у кого-то постоянно включаются в систему бонусирования. Это все, что связано с оценкой релевантности или потенциала целевых аудиторий, качество работы с ними через охват и частоту, степень осведомленности и дифференциации атрибутов препаратов, уровнем лояльности целевых аудиторий, доли их выписки, доли их рекомендаций, в том числе первичных, или переключений. И коммуникационные, ну, их вообще можно перечислять до бесконечности, потому что они свои для каждого типа каналов. Каналов сейчас уже и подканалов огромное количество. Это отдельные для маркетинга, отдельные для работы, где приходят на лендинг, отдельные для вебинаров обучающих, отдельные там для аптеки в виде, да, там исполнения выпуски с планограммами. Вот сегодня я слышала у Farmglobal на вебинаре, там вообще показатель, по-моему, количество комментариев, да, вот количество лайков на вебинаре, по-моему, в соцсетях. Ну, в общем, очень много всего есть, уже упоминается, все это можно найти в чек-листах, в смысле, чек-листы на каждый из
вариантов каналов и целей можно найти в интернете. Есть еще экономическая составляющая этих целей. Она может быть даже более интересна, потому что это Custom Acquisition Cost, да, это затраты на приобретение клиента с учетом его жизненного цикла и отдача на инвестиции рекламных вложений. Но это как раз те самые цели, которые мы либо ставим подрядчикам, которым мы даем это на исполнение, как это агентство, либо эти цели являются проходящими и актуальны на определенных стадиях либо жизненного цикла продукта, либо нашей работы по воронке коммуникации. Мы еще к этому дальше с вами вернемся. Можно еще выделять специфические KPI на новинки, потому что, опять же, если мы, например, только начинаем формировать профессиональный интерес к рекомендации продукта, естественно, бизнес-цели нам здесь ставить еще рано. И могут быть комбинированные KPI, которые могут носить тогда качественный характер в дополнение к количественным критериям бонусирования. Ну, например, это изменение объема выписки среди тех, кто прочел рассылки, или доля воспроизводящих ключевые сообщения от знающих препаратов и так далее. И вот эта интеграция CRM и CLM дает возможность постоянного сбора целевых данных. И это упрощает анализ выполнения KPI, экономит наши ресурсы и снижает необходимость привлекать внешних оценщиков. И, собственно, мы еще к этому вернемся на этапе обсуждения аналитики. Можно сейчас следующий слайд? Да, потому что здесь уже как раз мы подошли очень плавно к тому третьему признаку омниканального продвижения, который на самом деле является ключевым, потому что омниканальность, она построена на перманентном анализе мнений и поведения клиента на каждом этапе взаимодействия с этим клиентом. И наличие вот именно вот этой вот сквозной аналитики наравне с первыми двумя признаками, про которые мы поговорили, вот она как раз и говорит уже о выстроенном омниканальном продвижении. То есть сквозная аналитика, отражающая влияние всех коммуникаций, интегрирована на продажи, а значит, на ключевые цели бизнеса. Немножко позже еще про аналитику, а пока вот, поскольку мы переходим к моменту внедрения, как бы, да, омниканального продвижения, разобравшись, что это такое, мы можем, в принципе, уже его внедрять и развивать. Получается, что для реализации всех этих признаков омниканальности нужно достаточно много всего, потому что новые технологии создают новые подходы, требуют новых компетенций и, к тому же, ряд специфических умений и навыков. И к тому же готовность развивать все это в режиме agile, постоянно, да, изменяющемся режиме. И, по сути, это требует изменений на уровне даже парадигмы работы маркетинга и продвижения. Какие у нас, да, появляются новые моменты? Необходимость разрабатывать контент и адаптировать формат его подачи под разные задачи. Применять способы взаимодействия и схемы коммуникации, релевантные разным каналам. Оперативно работать и полноценно использовать технологии и, как бы, соответственно, знать всякие технические возможности. Структурировать данные, выявлять типовые моменты взаимодействия, шаблонизировать, алгоритмизировать повторяющиеся действия для того, чтобы можно было их автоматизировать и таким образом экономить ресурсы. Вычленять характерные черты и отличия клиентов, целевых аудиторий, их специфику восприятия информации и отношение к ее содержанию. Здесь же сбор данных и систематизация полученной информации, вычленение пробелов и формулировка новых потребностей клиентов. И получается, можно следующий слайд, что в процессе развития у себя омниканальности первое, что нам нужно сделать, это подготовить к этому людей. Потому что, как писал Джим Коллинс в своей книжке «От хорошего к великому», сначала кто, потом что. И это очень важно, да, люди первичные. И из предыдущего слайда следует, что для выстраивания взаимодействия с клиентом становится необходим целый ряд компетенций. Ну, во-первых, нам по-прежнему нужны люди, умеющие эффективно строить межличностные коммуникации. Нам нужны реализаторы удаленных коммуникаций, способные там спокойно дозваниваться, перезваниваться, слушать отказы
и, не теряя веры в человечество, доносить нужную информацию до клиентов. Нужны люди, которые умеют грамотно работать с информацией во всех ее вариантах, потому что фабрики фабриками, шаблоны шаблонами, но даже как бы работая с текстом, нужно чувствовать его, уметь его компоновать, понимать, как расставить акценты. Нужны люди с прокачанными техническими навыками работы с BI-системами. Наконец, нужны люди, умеющие работать с цифрами, с большими объемами данных. И возникает вопрос, что из этого вообще мы делаем сами, и тогда чьими силами, за счет каких ресурсов мы расширяем задачи маркетинга, расширяем задачи аналитиков, или мы к этому привлекаем наших медицинских представителей. А если мы что-то отдаем на аутсорс, то тогда что? С учетом того, что, в общем-то, наши медицинские представители, наши, главные продукты, да, это, которые они представляют, это имидж нашей компании, и есть еще проблема brand safety, которая возникает в диджитальном маркетинге, и в каких тогда случаях и насколько глубоко мы готовы отдать наш имидж, репрезентирующую нас функцию подрядчикам на аутсорс. И вот сейчас много говорят о переобучении. Ну, вы знаете, вот на самом деле переучивать всех всему, наверное, бессмысленно, потому что универсалов, таких Леонардо да Винчи, в принципе, мало. И люди большей частью склонны к одному-двум видам деятельности, поэтому нам кажется, что имеет смысл с помощью специальных тестов по компетенциям выявлять эти компетенции, специализировать сотрудников, в частности, сотрудников полевых сил, в первую очередь, с учетом наиболее сильно выраженных компетенций. И таким образом можно создавать полифункциональные команды с четким распределением ролей. Вот я здесь набросала как пример, да, там технари, специалисты по контенту, конечно, это очень условно, это может быть совершенно какая-то другая специализация, да, там какие-то ее нюансы. Но таким образом эта команда может работать по продвижению еще и расширенной базе клиентов относительно того, как работает один медицинский представитель. И вот, скажем, в маркетинге такие полифункциональные команды по продвижению продуктов уже в некоторых компаниях встречаются, очень успешно, насколько я знаю, работают. Как правило, это OTX-препараты, где вообще достаточно большое количество задач и каналов. И здесь мы тоже это можем применить. И в этом смысле смена парадигмы еще и в том, что мы уходим от иерархической системы к матричной, то есть те, кто отвечает команде за контент, функционально подчиняются маркетингу, за аналитику функционально подчиняются соответствующему профильному подразделению и так далее. Да, ну и заканчивая этот блок, хотелось бы отметить, что очень важно учесть все 4 направления в развитии омниканальности. Нужно понимать целевую аудиторию, должна быть стратегия, четко сформулированные требования к каналам, и сами каналы должны быть технически готовы, должен быть подготовлен контент, достаточное количество контентов. И отсутствие хотя бы одного из этих направлений или даже части направления, например, недостаточное количество того же контента, будет нести риски для всей компании в целом. Да, и здесь уже, когда мы переходим, собственно, к построению омниканальности, если мы это делаем, то мы должны помнить, что она подразумевает персонализированное взаимодействие с клиентом. И вот здесь, вот, на мой взгляд, мы готовы меньше всего, потому что, как правило, подходы к продвижению у нас унифицированы. Давайте вспомним, какие сейчас есть общепринятые в индустрии сегментации клиентов и насколько они применяются и насколько дают возможность варьировать продвижение не только для сегментов, но и дальше развивать это уже для конкретных персоналей, то есть то, к чему в омниканальности необходимо стремиться. 3 типа сегментации я смогла вспомнить. Это классическая, которая построена на критериях потенциала выписки и уровня лояльности врачей, и для аптек это уровень продаж наших препаратов и какие-то технические характеристики самих аптек. Второй вариант сегментации, который в последние годы я
вижу, как применяется достаточно тоже активно построенная типология личности, и тоже такая же в последние годы популярная диджитальная сегментация по уровню вовлеченности в цифровые технологии и цифровую информацию профессиональных аудиторий. И давайте начнем с классической, рассмотрим ее на примере врачебной. В качестве критериев, напомню, да, естественно, всем это известно, но как бы просто обобщу. В качестве критериев здесь берутся объемы потоков пациентов с профильными нозологиями и объемы рецептов целевой или конкурентной группы препаратов, или там, доля этой группы препаратов относительно выписки врача в целом. Также могут быть добавлены в критерии специфические параметры для какой-то определенной целевой группы препаратов, да, для специфики нашего препарата, там, потоки с льготой, потоки с сопутствующими заболеваниями. И также в критерии сегментации идет доля выписки нашего препарата, или, может быть, препарата конкурента или оригинатора, в общем, все то, что для нас отражает лояльность врача. И исходя из этих критериев, мы, как правило, делим на 3 группы, А, Б и С, и от этого уже выстраивается частота, в первую очередь, и другие нюансы продвижения. И здесь, конечно, да, мы помним, что мы обязательно данные по нашим врачам из нашей базы сопоставляем с репрезентативной или с контрольной выборками. Ну, значит, во-первых, есть специальные сегментационные заказные исследования с такими подходами, да, к сегментации, в том числе по критерию выписки. Но, в принципе, можно и на готовых данных, как я часто говорю, да, что готовые данные надо активно использовать, когда в качестве репрезентативной выборки мы берем данные прииндекса и с помощью специального анализа, с помощью концентрационной кривой получаем группы врачей, которые дают нам те или иные объемы выписки по группе или нужным препаратам. Это если наш класс препаратов достаточно активно выписывается и данных у прииндекса достаточно. Если нет, или, например, если мы все равно проводим там чек, то заодно или специально на ИТХОКе мы берем контрольную выборку, где врачи с теми же параметрами, что и врачи в нашей базе, и сравниваем показатели по нужным нам критериям, уже у этих двух выборок определяем, насколько у нас релевантная база. Дальше твой пример, да? Так, коллеги, Женя, ну на этом слайде я хотел бы вот проиллюстрировать мысли Евгении, да, о том, какие плюсы может получить фармкомпания, если она уделяет достаточное внимание сегментации клиентов и проактивному использованию этих знаний в продвижении. Концентрация на наиболее дорогостоящих визитах face-to-face и гибридном продвижении для очень высокого и высокого сегмента, да, с покрытием среднего и низкого потенциала при помощи MCM-каналов, что позволяет увеличить awareness, знание этих аудиторий о наших продуктах и в какой-то момент переводить их на более высокий уровень лояльности. Хорошо. И теперь от классической переходим к психологической сегментации. И, честно скажу, в последнее время я встречаю такие интересные подходы. Все они называются юнгианскими, типированию врачей и потребителей, фармацевтов почему-то не трогают. И, честно говоря, вот даже вспомнила психологическое образование, которое положила на полку, как закончила университет, потому что маркетолог все-таки такая профессия, который должен понемногу хотя бы разбираться в социальных науках, поэтому очень краткий ликбез по тому, на основе чего вообще сейчас делается типирование, что нужно иметь в виду. Ну, если не считать Гиппократа с его 4 типами темперамента, действительно, типология личности началась с разработки этой темы Карлом Юнгом, психоаналитиком, последователем Фрейда и Адлера, который очень много тоже внес своего, там, в частности, он придумал тоже известную теорию коллективных архетипов, но это вообще совершенно другое учение, и к типизации личности конкретной она не имеет отношения. Но вот, естественно, он очень известен тем, что он ввел 2 основные установки личности, экстраверсии и интроверсия, и 4 функции: мыслительная, интуиция, ощущение и чувство.
одна из которых в его системе является ведущей у личности в взаимодействии с миром. При этом он сам предостерегал от всякой такой жесткой типизации, от навешивания ярлыков, и рассматривал сочетание вот этих функций с установками вообще как некую пространственную, очень гибкую систему координат. А самое главное, что основной смысл этой типологии был выявление бессознательных компенсаторных механизмов и психотерапия подчиненных функций относительно ведущей, для того, чтобы личность могла достигнуть психического равновесия и внутренней гармонии. Но, взяв его типологию на вооружение и в общепотребительную практику, и сделав из них именно типизацию, типологию, ввели два психолога, мать и дочь, Майерс и Брикс, английские. Они добавили еще одну шкалу суждения, восприятия, и таким образом получили 16 типов, таких уже жестких, конкретных. При этом подходы работы с бессознательным здесь не были учтены. И вот этот опросник MBTI, он очень известен, достаточно много используется, в том числе в профориентации и в работе с персоналом, но в классической психологии в целом его валидность подвергается сомнениям, причем с годами, да, это все больше и больше, потому что слишком большая сейчас уже вероятность получать на нем социально желаемые ответы. Например, уже тоже известно, что менеджеры среднего и высшего звена коммерческих структур в очень многих случаях оказываются типом ESFJ, здесь написано. Активный, разумный, коммуникабельный, ответственный, все то, что необходимо для успешной работы на этих должностях. И, в общем, действительно, в современном обществе, кто уже, имея высшее образование и жизненный опыт, не соображает, что и как нужно ответить на такой достаточно типовой вопрос, который, понятно уже, как будет интерпретирован, и ты получишь правильную картинку, которую тебе нужно представить для того, чтобы получить определенную позицию и показать себя определенным образом. Но MBTI на самом деле дал толчок развитию других подходов к типизации. Например, очень известный тоже типология, опросник типологии DISC четырехцветовой. Он тоже был какой-то под этим влиянием, под MBTI, влиянием Морсона сделан. Это вообще чисто поведенческая модель. Она исследует поведение людей в окружающей среде или в определенной ситуации и не меряет ни умственные способности, ни эмоциональный интеллект, ни ценности, ни опыт. Вот это вот все как бы остается за скобками. Это тоже надо иметь в виду. И, наконец, поскольку в СССР буржуазные подходы не приветствовались, мы были родиной слонов, то была разработана своя типология, объясняющая систему, которая очень известна как соционика. И вообще во многом она очень сходна с MBTI, и там в ряде подходов, например, типы, которые не видны, так тоже и обозначаются такими же 4 аббревиатурными буквами, хотя там немножечко другая система. В ряде случаев они, психотипы, определяются через портреты и описания известных личностей и персонажей, там, Гюго, Штирлиц и так далее, как здесь на этой картинке. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что у профессиональных психологов отношение к соционике от резко отрицательного до насмешливого пренебрежительного, но в народе она очень популярна, у нее много вариантов, но отношение психологов она определяется тем, что результаты, разработанных в рамках соционики тестов, крайне неустойчивы, и их надежность от тестирования к тестированию не выдерживается. Из всего того, что есть сейчас в плане личностных опросников, наиболее разработан для, скажем так, вот, нормального человека в социальной среде, то есть есть еще MBTI, которая для все-таки психических отклонений больше разрабатывается. Так вот, для нормальных социальных целей разработан Big Five, большая пятерка, тест, который там взял в себя разработки еще и предыдущих личностных опросников Киттелла и Айзинга. Его разрабатывало несколько последовательных разработчиков, которые учитывали
все находки предыдущих, поэтому вот, ну, как бы из того, что есть, пожалуй, он наиболее такой соответствующий тому, что можно сейчас использовать. Но я хотела сказать, что кроме упомянутой проблемы социальной желаемости ответа, применение личностных опросников дает, ну, такое, знаете, вот понимание только конституциональных факторов личности, то есть устойчивых, которые отражают какие-то конструкции, не подвержены изменениям, в то время как эти опросники не меряют ни потребности, ни мотивы, ни интересы. Все то, что подвержено динамике и особенно сильно меняется, и в том числе формирует и личностные изменения в современном, очень быстро меняющемся мире. И в этом смысле, вот насколько нам вообще важно при работе с клиентом в продвижении препаратов, тревожная он личность, или сдержанная, там, робкая или смелая. И, конечно, отчасти это может быть важно, потому что нам нужно с ним выстраивать работу, нам нужно понимать, кто он и как он реагирует, но все равно мы все это получаем опосредованно его профессиональным привычкам и интересам или даже тем социальным ролям, которые он несет в рамках своей профессии. И вот эти вот личностные особенности очень сильно могут разниться с его профессиональными особенностями. Классический пример – это рассеянный профессор в жизни, который при этом в своей области очень сконцентрирован, педантичный и аккуратен. Это вот про психологическую сегментацию, и дальше я объясню, почему я так подробно на этом остановилась. Сейчас поговорим еще о диджитальной сегментации, то есть опыты использования в профессиональных целях интернета здесь учитывается, использование различных цифровых каналов, в принципе, ориентация клиентов в диджитальном мире, их вовлеченность и отношение к цифрам, поэтому обычно их сегментируют. Но цифровая революция, текущая имени коронавируса, с которой мы все сейчас столкнулись в последние 2 месяца, нам очень хорошо показала, насколько подвижны и динамичны вот эти вот критерии. И уже очень много сейчас обсуждалось, в короткие сроки совершенно недиджитальные люди освоили и Zoom, и все на свете, потому что это для них было необходимо. То есть получается, что дело в мотивации. И тогда возникает вообще вопрос, да, в принципе, а что первично? Первично вовлеченность клиентов в цифру в плане профессиональной коммуникации сама по себе или роль фармацевтических компаний в этом вовлечении, в этой диджитализации своих клиентов. Потому что я сейчас помню, когда готовила вот эту презентацию нашу, о том, что 4 года назад, уже в своем практически последнем докладе в ГФК, когда я к нему готовилась, на данных промо-панели, я обратила внимание, что отношение к диджитальным каналам как способу информации гораздо лучше у 2-3 специальностей. Одна из них, например, была эндокринологи. И мы тоже уже наблюдали в течение нескольких лет по промоактивности в отношении эндокринологов, что несколько компаний, которые очень активно с ними работали, как раз очень активно задействовали и вот эти вот удаленные способы визитов. Они активно очень вовлекали эндокринологов, в частности, там еще были другие специальности, парочка, в диджитальность, в диджитальное продвижение. И поэтому и врачи были и в этом отношении сильно прокачаны и хорошо к этим способам относились. Вот здесь вот, да, как бы этот вопрос поэтому остается. Итак, мы разобрали 3 вида общепотребительных сегментаций, и, в общем, понятно, что классическая необходима как база, а вот по 2 остальным вопросы. И в целом получается, что ни одна из сегментаций сейчас существующих в фарме не помогает развивать персонализированный подход. И если мы к этому хотим стремиться, то я рекомендую наряду с классической сегментацией использовать подход, который пришел в голову в процессе вообще осмысливания всего происходящего. Этот подход опирается на специфику взаимодействия клиента с профессиональной информацией и его профессиональной мотивацией в целом. И при таком подходе приоритетными и определяющими для сегментации являются следующие параметры. Это мотивы получения профессиональной информации, это отношение
наших клиентов к новой профессиональной информации, к новым методам профессии, вообще, в принципе, открытость и гибкость в их освоении вот этих вот новых каких-то моментов в профессии, в своей специализации. Это типичные способы получения и усвоения информации, это предпочитаемые методы работы с информацией и, наконец, да, но на самом деле очень важно, это способы восприятия информации. И выделяется вообще 4 типа людей, это тоже всем известно, по способам восприятия и переработки информации, визуалы, аудиалы, кинестетики и дискретные дигиталы, их еще называют. И описание этих типов легко найти в интернете, так же, как легко очень найти опросники для их выявления. И, конечно, в чистом виде ни одного из этих типов нет, так вообще не бывает, да, чистых типов. Но превалирующий тип или типы восприятия будут определять большую часть того, что влияет на нашу работу с клиентом, в том числе на то, в какие каналы коммуникации и продвижения он будет вовлекаться более охотно. И все вот эти параметры можно выявлять с помощью небольших целевых опросников, которые постепенно давать клиентам, или, что еще лучше, опять же, как апологет Real World Evidence, да, я напомню, что все это можно, ну или, по крайней мере, часть из этого можно анализировать, собирая реальные данные в виде реакций, вопросов наших клиентов, аспектов их поведения с помощью анализа этого поведения в разных каналах и так далее. И в качестве иллюстрации, ну, такие вот 2 гипотетических портрета врача. Первый врач – это Андрей Борисович, ему 50 лет, он кардиолог в коммерческой клинике амбулаторной, он кандидат медицинских наук и врач высшей категории. Ему очень важно быть в курсе научных изысканий в кардиологии. К нововведениям, в том числе техническим и информационным, он относится очень аккуратно, ему нужно время к ним привыкнуть, и очень важно мнение научного сообщества, key opinion лидеров. Он регулярно читает 2 профильных издания, причем предпочитает все-таки офлайн их читать. Он подписан на профессиональные группы в 2 разных социальных сетях и очень в обеих активен, часто оставляет там комментарии, задает вопросы, активно участвует в обсуждении. Он по своему способу восприятия информации визуал, отчасти дискрет, поэтому для усвоения информации для него оптимально текстовое представление со схемами и цифровой аргументацией. Телемаркетинг он не воспринимает вообще. Удаленные презентации он воспринимает эффективно, если у него есть возможность задавать по ходу вопросы, и еще лучше, если предполагается последующее обсуждение, причем желательно все-таки так, чтобы было друг друга видно. То, что ему непонятно, он не усваивает, он должен обязательно вникнуть в предмет, чтобы как бы запомнить и начать использовать. Рассылки он читает только если в заголовке четко обозначена научная тема, и игровые приемы, какие-то эмоциональные примочки с ним не работают. И другой совершенно у нас есть врач, Марина Ивановна, 35 лет, педиатр в КДЦ, специалист 1 категории. На ее участке очень много детей с рецидивирующими респираторными заболеваниями, поэтому она особенно интересуется прикладными вопросами детского иммунитета. В большей степени она аудиал и также кинестетик. Схемы и цифровые данные считывают очень плохо, но инфографику любит. Любит очень практичные инфоматериалы, блокнотики, отрывашки, яркие буклеты. Из профессиональной информации она читает обсуждения в соцсетях и в каналах. Она подписана где-то в примерно 10 группах и каналах разных. Но сама она там не комментирует и редко задает вопрос, то есть она больше такой пассивный слушатель. Она любит читать новости про медиков, а вот в результатах ключевых исследований, клинических исследований, простите, в результатах клинических исследований она просматривает только выводы. И она очень любит слушать именно информацию, жалуется, что нет подкастов по ее профилю. И, скажем, вот презентацию дольше 10 минут без перерыва она не выдержит, ей нужен какой-то интерактив. И из других способов передачи информации она очень любит квизы. И, наконец,
закончив сегментацией, мы опять возвращаемся к аналитике чуть более подробно, потому что на протяжении презентации мы очень много говорили о том, что именно сквозная аналитика является системообразующим признаком уникального продвижения. И рассматривая второй признак, уже разобрали базовый спектр возможностей, который дает применение CLM и CRM. И поэтому получается, что, в общем-то, либо с помощью высоких технологий, либо уже привычными способами, как мы это всегда делали, так или иначе, то, что относится к эффективности работы каждого канала, уже анализируется. Также анализируется многими вклад каждого канала через эконометрическую аналитику. Это может быть, другое дело, как это делается, да, и качество во многом определяется количеством и качеством самих данных для моделирования, но это отдельная тема. Но в любом случае аналитика эффективности канала и его вклад в общие продажи, которая характерна для мультиканального подхода, это аналитика про прошлое. А умниканальная аналитика предполагает влияние на успешность продвижения в будущем. Для этого в рамках умниканального подхода обязательным элементом добавляется замер вовлеченности клиента. И дальше, выявляя то, что формирует вовлеченность клиента, уже можно закладывать выявленные параметры в модель в качестве предикторов. И в этом случае нам необходимо анализировать работу с клиентом на каждом этапе коммуникационной воронки. Есть два таких распространенных определения воронки в работе с профессиональными аудиториями в фарме. Это рейс или RAES. Мне больше нравится второе. Reach and Advocacy, Engagement, Conversion, Effectiveness. И на каждом этапе этой воронки цели и методы их анализа соответствуют специфике этого этапа. Да? И здесь мы возвращаемся к нашим 3 уровням целей, которые мы выделили раньше. И, например, на этапе Reach у нас, как правило, коммуникационные цели. И метод анализа здесь определяется тем или иным видом коммуникации. Все это простые, известные, либо излишество маркетинга, либо это считается очень просто, да? Не о чем говорить. Показатели вовлеченности и конверсии это уже достижимость маркетинговых целей. Здесь тоже достаточно известные все подходы, это маркетинговые исследования, аналитика. Чтобы замерить именно показатель вовлеченности, обычно для анализа используют Net Promoter Score. Но хочу напомнить, что также есть 2 индекса, Customer Loyalty и Customer Satisfaction, которые по совокупности полностью характеризуют взаимодействие компании с клиентом. Custom Loyalty – это, по сути, тот же NPS с его замером готовности рекомендовать, плюс еще 2 вопроса про готовность продолжить общение с компанией и готовность обсуждать ее позитивно. Custom Satisfaction – это 3 вопроса, которые выявляют, насколько взаимодействие с компанией и продукцией удовлетворяют базовые, требуемые или предвосхищающие потребности клиента. И эти 2 индекса, на самом деле, очень активно используются в Штатах и в Европе. И на этапе замера эффективности опять возникает, в общем-то, потребность в эконометрике, вроде как, потому что здесь мы уже переходим к тому, что надо померить бизнес-цели, да, и то есть как все нам вышеперечисленное отразилось в продажах. И я много занималась эконометрикой, с некоторых пор, прочитав западный учебник по этой теме, была очень удивлена, потому что там я вычитала, что авторы предполагают, что там, где можно не делать эконометрику, лучше ее не делать, лучше искать как можно более простые способы. И с тех пор я всегда смотрю, нет ли каких-то более простых вариантов, да, померить эту бизнес-эффективность. И я нашла интересный вариант, который сейчас применяется на Западе, с помощью понятия эквивалента. Но я здесь имею в виду эквивалент личного визита, но в данном случае, в данном подходе он считается не в деньгах, отражающих прямые затраты,
а в том эффекте, который тип контакта или канала оказывает на выбор терапии. Замеряется этот эффект. И в этом случае, также как при денежном эквиваленте, личный визит медицинского представителя берем за единицу, другие виды промоции рассчитываем соотношением к нему, замерить предварительно их оценкой по шкале. И дальше мы нормируем затраты по каналу или виду коммуникации на полученный по нему результат эквивалент. И таким образом высчитываем отдачу на инвестиции каждого канала и дальше суммируем, высчитываем отдачу на вложение в целом. Вот это проще, но тоже дает некий эффект. Понимание того, как у нас все наши этапы коммуникации отразились на наших бизнес-задачах. И, в принципе, при необходимости на каждом этапе этой воронки можно добавлять к аналитике другие инструменты статистического анализа данных. Предлагается, например, известный РФМ добавлять для анализа клиентской базы. Ну, в целом, здесь подводя уже итог этой теме аналитики, хочу сказать, что самое главное, что в омниканальном подходе она идет непрерывно, перетекая с последнего шага в первый и усиливая результаты предыдущего этапа. И на этом мы заканчиваем. Омниканальность, как мы посмотрели, это, в общем-то, такой большой и сложный путь, и он не дешевый, он требует много вложений, которые окупаются со временем, и, в общем-то, не зря пару лет назад, когда проводила западное агентство консалтинговое опрос генеральных директоров и топ-менеджеров фармацевтических компаний о том, что им мешает приходить в цифру, в омниканальность, одним из топовых ответов, собственно, был ROI, да, то, что вложения слишком высоки. Но сейчас уже часть шагов на пути к омниканальности многие фармкомпании сделали, или это делается в рамках развития мультиканального подхода. Мы рассказали, как можно его развивать дальше, и что постепенно можно внедрять уже сейчас. Можно дальше, наверное, да? Продвигаясь к подходу, который направлен целевым образом на клиентов. И, в общем-то, не важно, как называется то, что мы делаем, важно то, что мы двигаемся вперед, важно то, что мы полноценно используем все имеющиеся ресурсы и достигаем результатов. На этом мы заканчиваем. Если будут вопросы какие-то или комментарии, будем рады их с вами обсудить. Да, коллеги, спасибо за внимание. Те, кто дослушал и досмотрел до конца, мы просто очень счастливы. Всем здоровья и удачи в достижении ваших целей в МСМ и омниканальности. Спасибо за внимание. Всего доброго.